записывал видео сейчас, минут, наверное, 20, супер полезное, и я забыл включить кнопку записи видео. Обалдеть, 20 минут болтал попусту. Ладно, всем добрый день, доброе утро. В моем случае утро, 9 утра по Москве. Добрый вечер, если у вас другой часовой пояс. Сегодня мы разбираем сделки второй раз уже из телеграм-канала. Вчера я вам присылал целую серию скринов, разборов, отчетов. Супер полезная опция или супер полезный проект стартует у нас на следующей неделе. Закрытый интрадей торговый чат. То, что сейчас я присылаю в Телеграме, ссылка на Телеграм под видео, это пример того, как это будет выглядеть. То есть я вам буду сначала присылать видео-тренинг, то есть что я смотрю, мои ключевые идеи, где планирую входить, какой может быть, где цена может отбиться, какой потенциал движения. И затем, когда сессия начинается, я уже присылаю вам скрины со своими позициями, которые планирую или которые будут, описываю их, почему я планирую открывать сделку. И это, на мой взгляд, идеальное, просто одно из таковых мест наряду с онлайн-торговлей, где вы можете и учиться, и торговать одновременно, и при этом на практике, в реальном времени замечать определенные закономерности и становиться лучше, развиваться как трейдер. Начнем мы с вами с индекса, давайте с индекса NASDAQ начнем. Я повторюсь, вот видите, я даже рисовал все, прям вот все, что вы здесь видите. Вчера получилось $530, я был очень активен, были новости вчера, вот видите, вот эти большие свечи. Все, что я в принципе планировал вчера, оно реализовалось для меня в первую очередь, потому что моя основная задача торговать для себя, ну и параллельно делиться с трейдерами тем, что я делаю. Итак, кластер трейдер система. Первый сигнал по индексу NASDAQ, который у меня был, это сигнал на sell. Если вас интересуют скриншоты моих сделок, то большую часть сделок я присылал в реальном времени в Telegram. Еще раз вам туда. Сегодня обзор тех сделок. Вчера не успел записать, уже было поздно. Итак, первый трейд. Это сделка одна из фаворитов на 2023 год. Видео, который я записывал предыдущее на канале, называется «Моя трейдинг-стратегия 2023». И вот это один из топовых сигналов, который там фигурирует. Изучите его. Первое условие для этого сигнала: тренд-фильтр желтый, смотрим вниз, да или нет, да или нет, да. Точки волатильности белые пробили, да или нет, да. То есть тренд-фильтр желтый, пробили точки волатильности, sell здесь. Это говорит о том, что здесь продавцы перехватили инициативу. И, вероятно, рынок пойдет вниз. Потому что все, что я делаю на рынке, моя основная задача – это, скажем так, найти сильного участника, то есть покупатель или продавец, или дождаться, когда он окрепнет, и торговать в эту сторону. Основной фокус мой. И здесь sell. Здесь мы видим наверху еще был разворотный сигнал для более агрессивных трейдеров. Тоже хорошая возможность продать от сопротивления, ключевого. 11500 мы его вчера тоже разбирали. Заранее, еще до того, как цена туда пришла. То есть если вы хотите знать, куда цена может прийти, где наиболее вероятный разворот, и заведомо, это, скажем так, знать, то Телеграммом в помощь. Еще раз говорю, вот эти дни сегодня в том числе, в общем Телеграме я, скажем так, присылаю в тестовом режиме, то есть как это будет выглядеть. Да? А уже со следующей недели будет специальный отдельный чат интрадей, да, для работы вот в таком интерактивном режиме. Соответственно, здесь sell я беру здесь профит. Здесь профит 70 пунктов, и затем вот здесь в этой области наращиваю. То есть я забираю прибыль с этой продажи и здесь наращиваю позицию. Рынок падает, проходит в мою сторону порядка 45 пунктов, и вот здесь мы видим снова разворотный сигнал TC Buy, и чуть выше я выхожу из позиции, беру небольшую совсем прибыль с этой продажи. Да, то есть мы можем использовать вот эти сигналы не только как сигналы входа, но и как сигналы выхода, то есть которые нас предупреждают о том, что, возможно, это движение теряет силу. Да. Я ее получаю очень своевременно. И, соответственно, выхожу из позиции. Следующий сигнал, который я публиковал
в Телеграме в реальном времени. Это, наверное, один из топовых сигналов, тоже входит в лучшие сигналы 2023 года, которые будут торговать. Это полностью автоматическая комбинация, когда робот мне рисует разворотный паттерн. Здесь мы видим двойную вершину, смотрим налево, уровень. То есть первым условием, чтобы торговать эту комбинацию, должен быть уровень слева. Структура, сила сигнал номер 1, первое условие. Потом мы видим здесь TCSL, второе условие. Вершина, третье условие. Соответственно, я могу продать после того, как паттерн сформировался вот здесь, на вот этой свече. Давайте сделаю поближе, чтобы вам было видно. Вот на этом баре sell. Да? То есть все автоматом. А вот мы видим, робот нарисовал паттерн, треугольник, TCSL, уровни, все это мы видим. Первый вариант sell здесь. Второй вариант более консервативный, это пробой середки треугольника, который нам нарисовал робот. Коррекция 60% и sell. Я продал здесь на коррекции 60%. Взял тейк на ретесте структуры, и это порядка, получилось 40 плюс-минус пунктов. Да, волатильность была широкая, поэтому даже маленькие движения приносили хорошие профиты. Ну и все, больше позиций у меня не было, видим, рынок особо-то ничего не делал, замерз. Да, вот он основной прайм-тайм. Прайм-тайм — это основное время, да, ликвидное, когда мы можем зарабатывать деньги. Это от начала новостей, ну еще там плюс 1,5-2 часа, и можно завершать сессию. Здесь самая наибольшая, да, вероятность заработать и с точки зрения количества пунктов, да, и с точки зрения скорости времени. Следующая позиция, которая была, это позиция по Gold, и для начала нужно разобрать вот эту ситуацию. Я трейдеров предупреждал, будьте аккуратны, если вдруг вы спешите покупать золото, потому что рынок бычий, и якобы цена может дальше пойти. Вот на этой свече, вот на этом баре, мы обновили там экстримы, все, казалось бы, рынок взбесился, вот-вот сейчас пойдет, можно на ранний, на, скажем так, в самом начале возможного роста зайти, да? Но на что я обратил внимание трейдеров, это как раз было в реальном времени, не спешите покупать, почему? Потому что эта свеча не волатильная. То есть она сформировалась в условиях очень узкой волатильности. Ее средний диапазон, не средний, а максимальный диапазон едва дотягивает до $4. Это очень мало, хотя бы должно $8-10 быть. Далее там, ну ладно, $7. То есть это минутный, да, график, диапазон свечи. Более того, посмотрите, как она сформирована. Она закрылась ниже половины своей. Видите, да, ниже середины. То есть цена закрытия, несмотря на то, что свеча бычь, цена закрытия пришлась даже ниже середины. То есть большую часть свечи занимает тень. Это говорит о том, что это движение, да, может быть ложным, обманчивым, и нужно быть осторожным. Или ждать, когда волатильность расширится, да, рынок взбесится. Затем продолжение, неопределенность, и бум, новости выходят. Первые 2-3 минуты я не рекомендую вам лезть в эти события, что-то там торговать, не стоит действовать агрессивно. Дождитесь там хотя бы, ну, не знаю, 3-5 минут подождите. И вот как раз после выхода новостей появился buy-сигнал агрессивный. Посмотрите, как он похож на sell-сигнал, который был по NASDAQ. Тренд-фильтр смотрим вниз вместе со мной. После желтого зеленый пробили черные точки FIBDATS. Да или нет? Да. Вот на этой свече. И эта свеча пробила все ключевые максимумы слева, в том числе максимум той свечи, которая по левую сторону. И посмотрите, как она заполнена, во-первых, свеча, то есть она закрылась практически на своем максимуме, это раз. А второй, ее диапазон составляет почти $8 от максимума до минимума, в 2 раза больше, чем диапазон той свечи. Плюс это произошло после расширения волатильности. И это значительно увеличивает шансы, что цена может пойти в вашу сторону. Плюс это с общим, да, на тот момент трендом. Потому что потом произошел дисбаланс. Я здесь покупаю чуть подороже, с опозданием, потому что я NASDAQ смотрел, и вам писал в Telegram, и скрины делал. То есть немножко так суетливо было. И я здесь покупаю. Мои тейки были прямо вот здесь, где белая линия. Цена пошла в мою сторону, я перевел без убыток. Потом я увидел вот эти TC-сигналы разворотные. Как я уже говорил, мы можем TC использовать не только как сигналы входа, но и как сигналы того, что может развернуться рынок, следовательно, защитить свою позицию, да, подстраховать. Я подстраховал поближе сюда и взял небольшой профит по золоту. Рынок стал разворачиваться после TC, падать, и вот здесь произошел дисбаланс в сторону продавцов. То есть все, что я делаю, еще раз подчеркну, я смотрю, где будет перехват инициативы. Да, и любой перехват инициативы связан с пробоем FIBDATS белых или черных точек, изменим на тренд-фильтре и пробоем моих TC-сигналов, как правило.
Так вот, здесь мы пробили белые точки, да, сел сигнал номер 1, потом появился TC buy, мы пробили минимум TC, и вот здесь мой тренд-фильтр стал желтый. Вот здесь я захожу на sell, продаю, мои стопы были достаточно широкие, да, 70 с копейками пунктов, вот здесь. И здесь мы видим, потом рынок скорректировался, можно было продать выгоднее намного, чем я продал, но моя вчера задача была действовать агрессивно. Я здесь продал, и вот здесь взял take 60, там, чуть меньше 55 пунктов, и затем добавил вот здесь позицию. И вот это как раз та стадия, когда я начал понимать, что я, кажется, действую очень агрессивно в плане, даже не агрессивно, а очень активно торгую. Да, нужен несвойственно себе, да, потому что когда я торгую очень активно, качество сделок и брака больше, да, становится. Потому что немножко фокус размазывается, да, как-то вроде ты и в рынке, все двигается, эй, ты там торгуешь, круто, но концентрация внимания падает. Здесь я продал, и это решение скорее было агрессивным, да, значительно агрессивнее, чем другие мои трейды, с целью быстро поймать возможное продолжение движения, уже имея в запасе хороший профит, да. И опять же таки, благодаря вот этим сигналам, вот здесь мы видим TC buy и дно, после того, как появилось дно, я здесь закрываю позицию с небольшим лоссом, да, мои стопы были здесь, да, за счет того, что появился паттерн, да, и разворотный сигнал дно, я смог сэкономить, да, сэкономить деньги так же, как и здесь. То есть это отличнейший сигнал и дисбаланса, и сигнал, который информирует вас о том, что может быть разворот, плюс здесь недалеко уровня поддержки, да. Так что это очень-очень хороший трейд, все, больше сделок не было, хотя мы видим после этого паттерна, кстати, какой дикий поворотный момент, да, еще раз, все автоматом рисуется, эти паттерны входят в мою версию Cluster Trader Pro, самую продвинутую версию. И что касается нефтяного рынка, здесь я планировал покупать в районе 78, отличные могли быть входы, но рынок ничего не показал, замерз, такой волатильности не было, поэтому я забил и здесь больше не участвовал. В общем, если вы хотите подключиться и, скажем так, торговать по правилам и при этом получать постоянное сопровождение, поддержку, то ссылки под этим видео. Со следующей недели стартует интрадей, торговый чат. А пока подписывайтесь в телеграм-канал. Там сегодня еще тоже будут разборы, сегодня тоже будут позиции. Ну и встретимся в новых тренингах. Пока.